Всем привет, друзья! Сейчас самое время научиться готовить имбирные пряники, так как к нам приближаются новогодние праздники, а это самое лучшее время, чтобы наполнить ваш дом ароматом пряностей. С данным рецептом мы работаем не один год и множество раз его дорабатывали, чтобы добиться идеального результата. А сегодня хотим поделиться с вами нашими знаниями. Для приготовления имбирного теста нам понадобятся следующие ингредиенты: 280 грамм меда, 170 грамм сахара, 210 грамм масла сливочного жирностью 82%, 8 грамм соды, 2 яйца, 16 грамм корицы, 10 грамм имбиря, 2 грамма кардамона, 2 грамма гвоздики, 2 грамма мускатного ореха и 680 грамм муки. Приступаем к приготовлению теста. В кастрюльку с толстым дном кладем мед и сахар. Включаем большой огонь и ждем, пока масса закипит, периодически помешивая лопаткой. Сейчас нужно уменьшить огонь и ждать, пока сахар почти растворится. На данный процесс уходит примерно 5-8 минут. Лучше использовать силиконовую лопатку, так как ей вы немного перетираете сахар на дне кастрюльки, да и вообще работать с такими лопатками намного удобнее. Мы готовим большую партию теста, поэтому не обращайте внимания на количество ингредиентов, которые мы используем. Рецепт, который мы указали, уже уменьшенный. Итак, сахар почти растворился, огонь отключаем и вносим соду. Масса очень сильно начнет увеличиваться в объеме, поэтому кастрюльку берите побольше, иначе все убежит на плиту. У нас индукционная плита, и после выключения нагрева поверхность становится прохладной. Но если у вас электрическая варочная поверхность, уберите кастрюльку с поверхности, чтобы не было дополнительного нагрева. На данном этапе нужно активно мешать. От воздействия горячей массы и соды тесто приобретает золотистый карамельный оттенок. И чем больше вы будете мешать до добавления масла, тем более темное получится у вас тесто. Но долго мешать точно не следует, так как вкус пряников в итоге получится горьковатым. Сразу добавляем все специи. Кстати, от производителя специй также может отличаться результат аромата пряников. Мы используем фирму Цикория. По нашему мнению, у них самая вкусная корица из всех, что мы пробовали. Теперь добавляем сливочное масло. Можно использовать сразу с холодильника или даже с морозилки. И вмешиваем масло в тесто. Так как мы делаем большую партию теста, всегда прибегаем к помощи миксера. Вы также можете данный процесс делать ручным миксером прямо в кастрюльке, либо вымешать с лопаткой. Результат получится одинаковым. Вымешиваем, пока масло полностью не растворится и не соединится с тестом. Сейчас нужно будет добавлять яйца, но вносить яйца в горячую массу нельзя, так как они просто свернутся от температуры. Нужно дождаться, пока опустится температура, а только потом вносить яйца. Можете просто оставить кастрюльку на столе на минут 20 и подождать, пока масса перестанет быть горячей. Периодически подходите и помешивайте. Так как мы используем планетарный миксер, мы его вообще не отключаем и перемешиваем тесто на средних оборотах, дожидаясь, пока оно опустит температуру. Опустили температуру мы до 50 градусов и начинаем вносить яйца. Вы можете определить температуру на ощупь. Если опустить палец в тесто, вам не должно быть горячо. Тогда можете смело вносить яйца. Перемешали яйца и вносим просеянную муку сразу одной партией. Мешаем лопаткой миксера, но чтобы миксеру было легче, можно было бы и поменять на крюк. Если у вас ручной миксер, немного перемешайте им, а потом вымешивайте руками, иначе можете поломать свой миксер.
Вымешали все хорошо руками, и вот такой консистенции должно получиться тесто. Оно будет слегка липким и мягким. Чтобы тесто не прилипало к столу, используем скребок. Пока тесто мягкое и теплое, раскатать его и вырезать из его фигурки будет нереально, поэтому его нужно обязательно охладить. Перекладываем в пакет и раскатываем в пласт прямо в пакете. И в таком состоянии кладем в холодильник минимум на 2 часа. Мы обычно делаем данный процесс с вечера или даже за несколько дней. После охлаждения тесто достаточно твердое, поэтому мы его немного раскатали в пакете для того, чтобы облегчить свой труд в дальнейшем. Можно, конечно, раскатать и после охлаждения, но если это сделать с мягким тестом, вы намного облегчите себе задачу. Итак, тесто охладилось. Сейчас припудриваем стол и скалку мукой и начинаем раскатывать небольшой кусок. Раскатать нужно примерно до толщины 5-7 мм. Вырезаем нужную нам фигурку при помощи формочки. Кстати, выпекать на одном противне лучше фигурки примерно одинакового размера, так как если печь разные по размеру вместе, маленькие могут подгореть, а большие еще будут сыроваты. Выпекаем мы на силиконовых ковриках, также можно использовать силиконизированную пергаментную бумагу. Время выпечки будет зависеть от размера фигурки. Вот такую фигурку мы выпекали в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 12 минут. Маленькие фигурки выпекаются от 7 минут. Нужно смотреть на внешний вид пряника и приспособиться к своей духовке. Итак, пряник у нас выпекся. Пока он горячий, его выпуклую поверхность можно прижать при помощи лопатки. Но это нужно делать в том случае, если вы будете заливать его сверху глазурью. Если пряник у вас без глазури, ничего прижимать не нужно. Вот такие получаются мягкие, ароматные и очень-очень вкусные пряники. После приготовления лучше положить в закрытую емкость, чтобы сохранить мягкость. Если у вас в доме низкая влажность, а зимой, как правило, так и бывает, то без укрытия пряник подсохнет и станет как печенюшка. Но может кому-то так и нравится. Обязательно попробуйте приготовить наш рецепт, и у вас наверняка все получится. Кстати, вы можете приготовить и большую партию теста, как мы, и частично его заморозить. В морозилке тесто можно хранить до нескольких месяцев, а размораживать его лучше будет в холодильнике. Наше видео подошло к концу. Мы постарались показать вам подробности приготовления пряничного теста. За наши старания не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А очень скоро выйдет видео о том, как приготовить глазурь для пряников на сухом белке, как перенести рисунок, сделать пряничные елочные игрушки на елку, пряничный домик и многое-многое другое. Так что следите за нашим каналом и не пропустите новые полезные ролики. С вами были сестры. До новых встреч. Пока-пока.